Здравствуйте, приветствую вас на очередном занятии по ламриму. И как вы можете видеть, мы начинаем с персикового дерева. И это настоящее персиковое дерево у моего дома. Мы посадили его в этом году, и каким-то образом оно здорово выросло за время вируса. Мы говорили об известной метафоре, которую приводил Чандракирти. Он говорил, любовь подобна семечку персикового дерева. Любовь подобна воде и удобрению для персикового дерева. И еще любовь– это как есть персик. Токтапар, Тим, токтапар. В начале, в конце и в промежутке между ними, как семя, плод и как дерево. И любовь важна во все эти три периода. Затем Цонкапа осторожно говорит, смотрите, мы используем три различных изображения дерева во время его роста. Но не забывайте, мы говорим об одной любви, об одной и той же любви. Примера три. Семечко дерева, растущее дерево и плоды дерева. Но на самом деле мы говорим об одной любви, об одной единственной любви. И поэтому Чандракирти повторяет слово «любовь». Любовь и только любовь. Потому что он хочет, чтобы мы знали, что любовь является примером во всех трех метафорах. Понятно? Итак, мы возвращаемся к тексту Ламрима. Шесунг Пашин, Тома Течен, Туньепа Чепатан, Чанту Тесемке Цаваркюпе, Савантар Кьел Чева. Савантар означает сострадание. Ниндзя, каруна, подобно семечку. Почему? Он говорит, потому что это с самого начала. Оно служит отличительным признаком бодхисаттвы. Это то, что с самого начала характеризует вас как бодхисаттву. Это как будто у вас на лбу написано, если вы испытываете такое сострадание. И я думаю, это замечательно говорить о сострадании во время изучения 7 шагов причин и следствий достижения бодхичитты. Я думаю, хорошо говорить о сострадании, размышлять о совместном страдании. Я думаю, сострадание – это глубоко проникнуться чувствами других людей. Сострадание всегда предполагает, что вы сами испытываете боль. И поэтому, когда вы видите, что и другие люди испытывают тоже, вы чувствуете сострадание. Так вот, я думаю, что сострадание – это своего рода опыт, сопереживание, боли этого мира. Все в этом мире испытывают боль. И большие, и самые маленькие одинаково страдают. И это общий опыт. Это то, что объединяет нас всех. Это должно объединять нас. Я думаю, что когда мы испытываем боль, то становимся раздражительными и поэтому ссоримся друг с другом. На самом же деле, мы все имеем дело с одной и той же болью. Мы все терпим крушение в одном самолете, и я думаю, что боль должна объединять нас. Мы должны думать, сегодня у меня болит нога, и все остальные вокруг меня испытывают какую-то боль. И это, я думаю, должно сделать нас мягче по отношению друг к другу. Итак, говорит он в начале, такое сострадание характеризует вас как бодхисаттву. И это, в конечном счете, такое сочувствие, когда вы думаете, мы испытываем одну и ту же боль. Именно это приведет нас к видению бодхисаттвы. В конце концов, такой ход мысли, что все вокруг испытывают боль в такой же степени. Такой образ мышления – это то, что делает вас бодхисаттвой. Понятно? Так что это не так уж и трудно. Не так уж трудно признать, что у всех, кто нас окружает, такие же проблемы, как и у нас. У меня болит нога, у кого-то что-то еще, и нам не нужно делать сложных умозаключений, чтобы понять, что у каждого что-то происходит. И тогда это становится очень мощным семенем, говорит Чандракирти. Мощным семенем для развития бодхичитты. Парту в следующем абзаце Гелса Кичепа Мишумпы Коча Чанду Кепа Чулитар Кел Чева.
Итак, это в начале, а вот на промежуточном этапе, во время продвижения по духовному пути, сострадание подобно воде, или, как он здесь говорит, удобрению, воде или удобрению для дерева. Почему? Потому что у вас есть это переживание коллективного страдания, что мы все вместе в этом. Если у вас есть это мироощущение, что мы все испытываем такие страдания, то это своего рода коча. Что такое коча? Вы помните? Рыцарские доспехи, броня, которую надевают на себя. Итак, после вступления на духовный путь, осознание того, что все мы испытываем проблемы, что все мы страдаем в равной степени, это как доспехи. А доспехи — это для вашего цандра. Цандра означает, когда вы занимаетесь буддийской практикой, делайте это в хорошем настроении. Вы ведь не сварливый бодхисаттва, правда? Вы говорите, да, у нас у всех есть проблемы. Ну и что с того? Давайте сделаем что-нибудь хорошее со своей жизнью. Давайте вместе сделаем что-нибудь прекрасное. То есть это своего рода цандра. То сострадание или сопереживание другим людям, когда мы отдаем себе отчет, что у всех нас проблемы. Трудно сказать, чьи проблемы хуже. У всех у нас проблемы. И помнить об этом все равно, что носить доспехи. Или щит, который защищает нашу радость с помощью практики. Тогда мы не воспринимаем все слишком серьезно, мы не становимся сварливыми. И мы тогда говорим, хорошо, я справлюсь. И это защищает нас от срывов в практике. И, кстати, если у вас никогда не было срывов в практике, то лишь потому, что вы не практиковали. Согласны? У дедушки срыв в практике каждые 2 дня. А если у вас не бывает срывов в практике, то я думаю, вы не человек. Итак, мы все ошибаемся. У нас у всех бывают срывы в практике. Но если мы помним, что все мы страдаем в равной степени, то наши срывы в практике будут короче. И мы будем возвращаться к практике все быстрее. Кстати, если у вас есть срывы в практике, если вы впадаете в депрессию, делаете что-то ужасное, а думали, что больше никогда не повторится, то просто поднимитесь и подумайте. У нас у всех бывает омрачение, у нас у всех проблемы в равной степени. Так что давайте сядем в седло и продолжим путь. Итак, это начало и промежуточный период. Дхаммара в следующем абзаце. Дхаммара сенги топнекьян. Интересно, что после того, как вы достигнете просветления, после того, как вы достигаете буддовости, вам больше не нужны шаги для обретения бодхичитты, верно? Например, если вы достигли буддовости, возможно, вы переросли 6 или 7 шагов, верно? В этом есть смысл, правда? Я уже достиг уровня бодхисаттвы, значит, мне больше не нужны первые 6 шагов. И Чандракирти говорит, нет, не думайте так, Будда наслаждается плодами персика. Будда наслаждается своим просветлением, но Будда наслаждается также чувством сопереживания. Они не отказываются от этого после того, как становятся Буддами. Когда вы станете полноценным бодхисаттвой, когда вы наконец достигнете бодхичитты, а именно этого видения бодхисаттвы, когда вы наконец достигнете этого, то это не значит, что вы перестанете сострадать. Но тогда сострадание станет таким вкусным плодом, что им можно будет наслаждаться вечность, миллиарды лет, вечность. Так что это не значит, что вы перестанете сострадать. Вам оно необходимо как семя для вашей практики бодхисаттва. Вам оно необходимо, чтобы защищать свою радость, пока вы бодхисаттва. И затем вы сядете и будете кушать его после того, как станете Буддой, и будете просто наслаждаться чувством сопереживания. А теперь мы перейдем к следующей теме. Чанчоки самшук трак ла кьян диджей сундра. Это чувство совместного страдания определит Траклё. В середине следующей строки траклё. Чувство совместного страдания. Это то, что будет определять траклё, ваши бодхичитты. Траклё означает
Если вы играете и очень туго натягиваете струны, это называется трак. А потом вы ослабляете струны, и это называется лё. Понятно? Итак, трак лё означает, насколько туго натянута струна на вашей гитаре. По-тибетски это трак лё. А что это значит в связи с бодхичиттой? Будет ли ваше видение будущего, на котором вы легко прыгаете с планеты на планету, четким или размытым? Обусловлено вашим состраданием. Итак, сострадание – это рука, натягивающая струну. И если ваше сострадание, ваше чувство общего страдания будет сильным, то ваша бодхисаттва будет натянутая струна и будет издавать прекрасный звук. А если ваше страдание будет вялым, и вы не будете задумываться о том, что все мы страдаем, то ваша бодхичитта будет также расхлябанной и разболтанной туда-сюда. И чангсам намкьян сам ладро чул нюбул. Итак, нюбул – это аналогия трак-лё. Трак-лё означает, насколько натянута струна. Нюбул означает, как быстро виден прогресс, как быстро едет машина. Здесь у нас изображение автомобиля. Когда я был подростком, это была мечта – иметь машину. В тот день, когда я познакомился с Вероникой, я лежал под гоночным автомобилем, ремонтируя его. Сначала я увидел ее ноги. Для парня из Аризоны гоночный автомобиль – это настоящий рай. И насколько быстра ваша бодхичитта? Как быстро вы можете пройти этот путь? Салам. Как быстро вы собираетесь пройти 5 этапов пути? Как быстро вы пройдете все 10 уровней бодхисаттвы? Все зависит от того, насколько сильно ваше чувство, что все мы падаем в одном самолете. Мы все в одной лодке. Итак, у нас всего 3 пары слов. Тракло, нюбул и чечунг. Тракло, нюбул и чечунг. То, насколько натянуты струны вашего сострадания, определяет вашу бодхичитту. С какой скоростью вы будете двигаться, нюрбул, быстро или медленно, обусловлено вашим состраданием. И щук-чечунг означает большая или маленькая сила. Вега, щук, ощущение боли, разделение боли с другими. Вот что заставляет вашу машину ехать быстрее. Хорошо, следующий абзац. Чамчу сэмпа наклашун не нюрлам целхшин. Он говорит очень интересную вещь. Он говорит, послушайте, все знают, что если вы действительно хотите помогать людям, вам следует практиковать алмазный путь. Секретное учение. Если вы действительно хотите помогать людям, то вы должны практиковать алмазный путь или секретное учение. Почему? Потому что это быстрее. Можно достичь просветления за одну жизнь, а не за несколько миллиардов жизней, если практиковать алмазный путь. Затем он бросает нам вызов. Очень интересный. Пабонка говорит, ну что, попробуйте угадать, почему он быстрее? Хотите угадать, почему он быстрее? И мы, по-видимому, должны сказать, я знаю, поскольку вы только что сказали. Да, тантра быстрее, потому что у вас больше сострадания, верно? Может быть, именно поэтому секретные учения работают быстрее. Возможно, если вы поднимаете сострадание на более высокий уровень, как раз это делает алмазный путь более быстрым. Дропашинту ньюварьян нинджа топ. Нинджин топ – сила сострадания, делает тантру более быстрой. Вы настраиваете свои чувства на коллективное страдание. И тогда вы вступаете на алмазный путь. Пума донгдух луна депаме нюртудул. Мы весело проводим время в Сидоме.
У нас тут все время рождаются дети. К счастью, не у меня. У Ника и Эрин родился ребенок, у Адама и Кейти родился ребенок, и у Нуры и Сейджа родился ребенок. И если вы знакомы с Майтри, может быть, вы видели его фото, а если вы не видели его фотографии? Тим, они у тебя есть? Я сейчас тебе пришлю новую. Да, можно сказать, что я настоящий дедушка. Потому что я действительно смотрю все фотографии, которые они мне присылают. Ты хочешь серьезную или сонную фотографию? Самую красивую. Что все ахнули. Хочешь красивую? Хорошо, пришлю тебе красивую. Тим сейчас нам ее покажет. Где же это? Детям. Окей. Кстати, я не трачу время впустую. У меня есть цель. Я отправила ее тебе на телефон. Предположим, у вас есть ребенок, как, например, у Нур и Сейджи. И если бы этот ребенок упал на мангал, если бы этот малыш упал на мангал, тогда, если мы все стоим там, я, Тим, Кристина, и наблюдаем за ребенком, который падает на мангал, это Майтри несколько дней назад. Если бы ребенок упал на мангал, кто бросился бы к нему первым? Мама. Да, Нур. Конечно, Нур и Сейджи. Они бросились бы к нему на миллисекунду раньше нас всех. Не потому, что мы не сострадательны. Мы хорошие люди. Но мы любим ребенка не так, как они. Они сорвутся с места мгновенно, в ту же секунду. А потом подбежим мы. Ой, давайте сделаем то-то. И мы будем стоять за родителями. Они бросятся мгновенно. И это по-тибетски «Пхаме нюртедун». Мама и папа действуют незамедлительно. Не дрелки, дедушка, дядя, тетя. Вот фото. Можно посмотреть на фото. Дядя и тетя будут не так быстры. Дедушка Майкл. Я думаю, родители сидят в конце стола, а дядя и тетя слева. И если эта девочка справа вдруг уронит нож и порежется, родители бросятся к ней первыми. А затем дядя и тетя секунды позже. Но родители будут первыми. Недрелки тема так донниминюпа. Итак, нендрел означает родственники. Дядя, тетя, двоюродный брат, друг, дедушка. Они отреагируют не так быстро. Мама и папа будут первыми. Тапанидже шунтак шанки чунгвайн. Так что ты продвигаешься по-тибетски. Это шутрак. Извините, тракшен. Трак означает могущественный. И это употребляется применительно к свирепым божествам. Тракпа. А шенпа означает разбавленный, слабый. Шемпа значит слабый. Итак, если ваше сострадание таким, как тигр, или оно будет как сомнамбула, это и будет решать, насколько быстро вы будете продвигаться. Понятно? Нинча де гомпана, токма шемпе, сошин пелюктаву ламикне. Если у вас мало сострадания, если ваше сострадание вялое, оно не ярко выраженное, если ваше сострадание можно сравнить с ленивым человеком, то у вас проблема, которая называется шемпа. Если ваше сострадание шемпа, Пабонка говорит, у меня есть предложение для вас. У меня есть средство от вялости. Как можно по-другому сказать слабый? Ну, скажем, неэффективный. Да, неэффективное сострадание. Если у вас неэффективное сострадание, то у меня к вам предложение. У меня есть для вас средство. Какое? Медитировать. У тебя есть фотография Сейджи? Извини, я продолжаю Пачи называть Сейджи, не знаю почему. Возможно, потому что у обоих имена заканчиваются на «и».
Да, у меня есть фото. Здорово, это реальная фотография. Я нашел ее в интернете. Когда овец помечают краской, это значит убить эту овцу сегодня. Краска на спине у овцы означает сегодня убить эту. Все эти маленькие ягнята станут ягнятиной. Как это называется в Австрии? Это какое-то особое блюдо. Венский шницель. Венский шницель? Думаю, да, венский шницель, но точно не помню. В любом случае, нужно убить ягненка, чтобы приготовить это блюдо. Эта фотография потрясающая, потому что всех мам овец поместили по другую сторону, а всех ягнят по другую. И ягнят собирается убить. А один ягненок пытается перепрыгнуть через ограду обратно к маме. То есть он чувствует, что его убьют через несколько минут. И пытается перепрыгнуть через ограду к маме. Вероятно, его мама пытается помочь ему вернуться. Итак, Пабонка говорит, если вам нелегко дается сострадание, если вы хладнокровны или, может, слишком заняты, чтобы испытывать сострадание, он говорит, закройте глаза, представьте ягненка, представьте реального ягненка. Я, кстати, уверен, что его убили через несколько минут спустя. Человек берет большой нож, ягненка опрокидывает на землю, ногами вверх. Намса годжук. Это... Как это по-китайски? Как сказать? Земля и небо. Земля и небо поменялись для него местами. Это значит, что он лежит на спине, и небо стало землей, а земля небом для него, опрокинутого на спину. Мы перевернули вверх тормашками, мир перевернулся. Его опрокинули на спину, лицом вверх. Затем связали ему ноги. Овцам связывают ноги. Надежды на спасение нет. Ягненок не глуп. Ягненок знает В отличие от Джепа, он знает. Речь идет не о логике. Он не прибегает к логике. Может быть, меня сегодня убьют. Он знает, он не глупый. Гёнсум означает, что он точно знает, что произойдет в ближайшие 5 минут. Он знает, что умрет. Трёпани митар. Он не может убежать. Он знает, что надежды на спасение нет. Гёнтан кьяп мэпар. И он знает, супергерой не появится в ближайшие 2 минуты. Он знает, что супергерой не появится и не вызволит его. Он это знает. Микчи ма царрер. Он плачет. Животные плачут, когда чувствуют приближение смерти. Они знают, и глаза наполняются слезами. И шепа донгту рикрикту па шенпе означает мясник. Этот парень с ножом. Они смотрят вверх на забойщика, на человека. Рик-рик означает, они знают, что сейчас произойдет. Они понимают, что происходит. Таши, джик-так. Они в ужасе. Им очень страшно за свою жизнь. И в этом состоянии полного ужаса они уходят из жизни. Они покидают эту жизнь в состоянии полного ужаса от происходящего. Они знают, что происходит, и этот ужас не прекращается. Нож вонзается, и они умирают. Существует немало способов убивать животных. Если этот способ не сработает для вас, можно попробовать с крупными рогатыми животными. Взять крюк, зацепить за ноги, и вот они уже вверх ногами. Они вверх ногами, вот так, и затем парень вжик. У меня есть знакомая в Аргентине, ее муж забойник на скотобойне.
И он говорит, что у них у всех наблюдаются психические расстройства. У всех этих парней с ножами развиваются серьезные психические проблемы, потому что весь день напролет они должны убивать животных сами в крови. Рангре. Итак, если у вас есть трудности с сопереживанием, подумайте о ягненке с этой фотографии. Хорошо? О ягняте нехорошо? Рангре те тарса патон вана. А мы с вами такие жестокосердечные, что когда мы смотрим фильм, если фильм снят вегетарианцами, и мы можем смотреть эти фильмы и думать: ой, да они же лукте чангсам еше. Это значит, я не думаю, что они на самом деле что-то чувствуют. Они просто животные. Я часто слышу этот аргумент. Вы, наверное, тоже не раз слышали этот довод. Мне не обязательно быть вегетарианцем. Почему? Нам нужно убивать животных. Некоторые люди говорят, что в Библии так сказано. Думаю, это полная ерунда. Животные принадлежат человеку. Человек может убивать животных. Животные ничего не чувствуют. Хорошо. Тогда почему американцы тратят $3 миллиарда в год, чтобы сделать своих питомцев счастливыми, если животные ничего не чувствуют? Те же люди, которые говорят, что можно убивать животных, и что они ничего не чувствуют, тратят $3 миллиарда в год, чтобы их питомцы были счастливы. В этом есть некоторое противоречие. Конечно же, они понимают. Вот почему мы гладим собак. Это делает их счастливыми. Еще бы. Мой преподаватель по балету любил говорить «еще бы». Чан сам еше на ням ян означает «ладно». Я знаю, что некоторые из вас думают, что животные на самом деле не знают, что происходит, и они просто умирают, ничего не чувствуя. «Ну, я расскажу вам историю», — говорит он. «Я расскажу вам одну историю. Я докажу вам, что вы ошибаетесь. Не говорите мне, что они не знают, что происходит. Нен шепа шики. Не так давно жил-был забойщик овец. Лук Мампоса Кап. У него была большая тара овец, и он убивал их одну за другой. Некоторых он убил раньше. Сессини здесь означает прошедшее время, верно, Тим? Он уже убил 2-3 из них. Чиксёгюр Такпе. Когда он схватил следующую овечку, чтобы ее убить, Партер, он отвлекся. Когда попытался схватить следующую овцу, чтобы убить ее, и положил нож на землю. Партер шенпе трите лукчи кинье дрампайопа. А рядом с ножом стояла другая овца. Лукте три телалак песак. И эта овца попыталась забросать нож землей, чтобы спрятать его, и чтобы забойщик его не нашел. Вторая овца была, похоже, очень умной, раз она пыталась прикрыть нож землей. Капте. Бава означает попытаться спрятать его. Бава цилки чепе раб. Раб означает это раб из кираб. Это значит джатака. Притча о перевоплощениях. То есть раб означает притча или история. Раптар джиктрак танг тунгел секавая. Секава означает невыносимый. Не думайте, что у животных нет чувств. Конечно, у них есть чувства. Именно поэтому вы гладите собаку, именно поэтому вы гладите кошку. У них есть чувства. И вы можете решить есть мясо. Вы можете решить убивать этих животных. И вы точно такой же убийца, если вы едите мясо, как если бы вы закололи их ножом. Это одно и то же. Когда вы едите мясо, вы закалываете эту овцу. Вы ничем не отличаетесь от забойщика. Вы такой же. На самом деле, вы даже хуже, потому что вы платите забойщику. Так что вы создаете двойную карму. Что ж, вы можете сказать, я все равно буду есть мясо гешела, но не говорите мне, что они ничего не чувствуют. Это просто чушь собачья. Конечно, они чувствуют, и никто не хочет умирать. Именно поэтому от вас разлетаются птицы, когда вы выходите на улицу, ведь они не хотят умирать. Дело не в том, что вы им не нравитесь.
Они вас боятся, понимаете? Птицы умные. Миллион лет назад они научились убегать от людей. У меня в доме живет птица, 1 на 1000. Она будет сидеть и ждать, пока я не принесу ей еду. Но, боюсь, она не проживет слишком долго. Хорошо. Тетар читрак латук патешин тутал та сармалепар. И здесь Пабонка Рипаче интересным образом развивает тему. Он говорит, ладно, чита ла тупа. Мы можем говорить об отчаянии последних минут животных и людей, которые умирают. Мы можем говорить о последних минутах жизни, когда вас сбивает машина. Мы можем говорить о последних минутах умирающих в онкологической больнице. Мы можем говорить о последних минутах. Вы помнили, о чем я? Но сейчас я хочу, чтобы вы подумали о Рила Цакартримпелук. Сейчас я хочу, чтобы вы подумали о красивой, здоровой, молодой овечке в расцвете сил, с удовольствием жующей траву на горе. Не будем говорить об овце в руках забойщика. Давайте поговорим об этих прекрасных месяцах и годах, когда та овца паслась на идиллических пастбищах с красивой зеленой травой и с удовольствием жевала траву. Скажите, в чем разница? Находиться в лапах забойщика или жевать зеленую траву по пути к ножу забойщика? В чем разница? Пабонка спрашивает, в чем же разница? Если мы испытываем сострадание к овце, когда ей на шею вонзается нож, то неужели мы не можем испытывать сострадание к овце, пасущейся на горе и жующей сочную зеленую траву, когда она молода и здорова? Разве вы не видите, что нет разницы? Разница всего лишь во времени. Ситуация та же. Ситуация одинаковая. Время разное. Одна жует, другая умирает. Но обе умирают, не так ли? И разве это не касается всех? Все вокруг вас умирают. Так что попробуйте почувствовать немного сострадания. То есть попытайтесь почувствовать это общее страдание, что мы все в одной лодке. Некоторые из нас жуют траву, а некоторые лежат в больнице этим утром. Разве мы все не в одной лодке? Тогда вы придете к тому, что будете видеть людей, жующих траву, в кафе «Черная дыра». У тебя есть моя картинка с черной дырой? Это мое кафе «Черная дыра». Почему это кафе называется «Черная дыра»? Я купил это кафе. Когда деньги приближаются к кафе, они исчезают, словно в черной дыре. Расходы невероятные. Дело в том, что прежний владелец кафе был известным астрономом. И там на стенах есть фотографии черных дыр. Это сделаны им фотографии черных дыр. Я подумал, может быть, нам стоит оставить эти фотографии в кафе, потому что деньги, похоже, уходят там в черную дыру. Почему я показываю эту фотографию? Кто заработает $100 этим утром? У нас здесь 7 или 8 учеников, давно изучающих Дharmu. Почему я называю кафе «Персиковое дерево»? Хорошо, $50 Гелце, $50 Тиму. Я так понимаю, они едят. Да, эти ребята заказали фирменные булочки с корицей в кафе «Персиковое дерево». Кстати, если вы будете в Америке, вы должны пойти туда и съесть булочку с корицей. И люди сидят там, спокойно наслаждаясь завтраком у дедушки. Они такие же, как те люди, которые в больнице сегодня утром умирают от рака. Они такие же люди, чья голова в этот момент пробивает лобовое стекло в их машине. Прямо сейчас где-нибудь их голова пробивает лобовое стекло машины. А всего 2 минуты назад они переписывались со своими любимыми по поводу завтрака, а сейчас они умирают. В этот момент они умирают. Люди, которые
умирают прямо сейчас в автомобильной катастрофе, и люди, сидящие у дедушки в кафе, наслаждаясь прекрасным завтраком, одни и те же. Попытайтесь понять это. Они находятся в одном и том же самолете, который падает. Кетсамлете танке парме. Значит, что настанет день, когда вы поймете, что человек, который ест в кафе, превосходный завтрак по хорошей цене, и человек, погибающий в автомобильной катастрофе, как раз в этот момент, где бы то ни было, ничем не отличаются друг от друга. Между ними нет никакой разницы. Но постарайтесь испытать любовь к людям. Ну же, мы все попали в автомобильную аварию сегодня утром. Итак, церап на меранки мечем. И тот человек, который умирает, сидя в кафе, был вашей мамой. Не забывайте, о чем мы говорили. Они были вашей мамой, и они заботились о вас. Нинджегом. И, наконец, вы можете нинджегом. Наконец, медитация на сострадание. Посмотрите на людей, сходите в уютное кафе. Приглашаем всех этим утром в кафе, потому что у нас последний съемочный день. Вы, ребята, сходите в кафе сами, хорошо? А мы собираемся посидеть с группой умирающих людей и съесть булочку с корицей или выпить кофе. Итак, ниндзягом. Не обязательно сидеть на подушке для медитации, чтобы медитировать на сострадание. Вы можете пойти в кафе и посмотреть на людей, в том числе и на себя. Теланьонбакьепана. Хорошо сказано. Ньобакьепана означает, если вам удастся, если у вас это получится, если у вас получится сделать это в кафе, я подскажу вам, как сделать это более интенсивным. Да, я дам вам подсказку, как сделать это более интенсивным. Мы посвятили 10 лет изучению 2 первых разделов Ламрима. Мы с вами провели 10 лет, изучая этапы пути для людей с меньшей мотивацией, для людей со средней мотивацией. Мы посвятили этому 10 лет. И мы прошли сферы ада, сферы животных, сферы голодных духов, страдания людей. Мы делали это на протяжении многих лет, верно? Рангтенгту гомпе. Рангтенгту. Но все размышления в начальных частях Ламрима были сосредоточены на нас самих. Это я побывал в аду, я был животным, я был голодным духом. Фокус внимания везде был сосредоточен на себе. Теперь возьмите это за основу. Возьмите это за основу и распространите на других людей. Вот и все. Таким образом, он апеллирует к 10 годам изучения вами Ламрима. Он говорит, послушайте, не зарывайте в землю 10 лет, которые вы посвятили тому, чтобы оказаться здесь. Не забывайте, что шаги на пути для людей с более низкой мотивацией подобны первым кирпичам в основании стены, и они поддерживают последующие ряды кирпичей. Применяйте медитации, которые вы делали на протяжении 10 лет. Но теперь включите в них всех людей в кафе. Вы можете медитировать о том, как много страданий выпало на долю людей, и как много страданий испытывают в этот момент люди в больнице, в автомобильных авариях по всему миру. Понятно? Отлично. Новый абзац. Амате такашик ниньевал чак сек. А сейчас забудьте об авариях. Некоторые из ваших матерей находятся в сферах ада, в месте, где все из железа, раскаленного до красна. Весь континент, на котором они живут, из железа, раскаленного до красна. И куда бы они ни побежали, они страдают от ожогов. Весь континент раскален до красна, как сковорода. И ваши мамы сейчас безнадежно бегут по этой стали. У них нет надежды, им некуда деться. Им остается только бежать, понимаете? Кого-то из них опускают в расплавленную сталь в этот момент. Можете себе представить? Кого-то из тех, кто был вашей мамой, опускают в расплавленную сталь прямо сейчас.
Шикни и Таксюкене. Некоторые из них являются духами в этой сфере. Они снуют повсюду, в надежде достать немного слюны или экскрементов. Это голодные духи. Они стремятся съесть хоть что-нибудь, что угодно. У них нет кармы увидеть ничего другого, кроме разве что мочи или чего-то подобного. Дунба, соксам не ни джеке. Так что попытайтесь растянуть ваши чувства, будто все мы находимся в одном самолете, который падает. Постарайтесь расширить это ощущение на всех существ в других сферах бытия, хорошо? И у меня есть к этому иллюстрация. Я пытался найти изображение сковороды. У меня не очень получилось. У меня есть картинка. Это что-то вроде мангала. Представьте, что вам нужно представить сферу ада. И вы говорите: Гешла, но это же всего лишь куриная ножка. Нет. Все части тела существ ада, они выглядят так же. Возможно, если бы вы оказались там, вы бы могли подумать, что кто-то жарит курицу. Но это люди, понимаете? И вот так это там ощущается. Ладно, давайте продолжим еще немного. Тело ни джейкьяпана. Если вам удастся почувствовать хоть в какой-то мере ощущение единого страдания с этими существами, бегущими по раскаленному металлу в сферах ада, Перна рила йопелук татанг сёшинг пелук ни. И затем вы закроете глаза и подумайте о рила йопелук, об овечке, стоящей на горе и радостно жующей траву, сёшинг пелук, или об отце с ножом сопангачи цамблекхеме. Разница заключается во времени. Нет никакой разницы в реальности. Они обе умирают. Им обеим воткнули нож в горло. Понятно? Тата мию на дик пачерпа. Затем они переходят к очень интересному примеру. У тебя есть картинка для меня, Пачи? Где эта картинка? Веб-сайт, который я использую для поиска картинок, это коммерческий веб-сайт. Я использую его для DCI. Я получу немалую сумму денег каждый месяц. И там десятки тысяч фотографий успешных молодых людей. Потому что это мечта. Американская мечта. Всеобщая мечта. Это удивительные, умные, молодые люди. У них вот-вот родится первый ребенок. Они ведут переговоры о своем первом доме как раз в этот момент. Они приехали к агенту по недвижимости на своей новой Тесле. Смотришь на этих людей и думаешь, ну, хоть у кого-то все в порядке. По крайней мере, у кого-то все хорошо. Они влюблены друг в друга. У парня, похоже, крепкие мышцы. Она симпатичная. У него шевелюра. Они покупают новый дом. По крайней мере, у кого-то жизнь сложилась. Возможно, моя жизнь трудна и скучна, но, слава Богу, есть умные, здоровые, богатые молодые люди. Мне радостно видеть это. Да, и он снова говорит. Дикпа чепа покендок. Дикпа чепа покендок. Это значит, да, с виду у них все хорошо. У них все выглядит прекрасно, но они испытывают второй вид страдания. Они подвергаются второму виду страданий. Дугнгел танг, дугнгел ки кью. За $100. Тим вдруг проснулся. Его глаза дугнгел. Страдание. Нет. Страдание боли. Нет. Дугнгел танг, дугнгел ки кью. Ну давайте же. Страдание. Отменяю ставку. Это второй вид скрытого страдания, когда люди накапливают причины для будущих страданий. Понимаете? Покендок означает, они выглядят успешными, они молоды, великолепны, счастливы, и они достигли этого, игнорируя тот факт существования бедных в Африке, скупая акции нефтяных компаний, которые отравляют землю. В Аризоне они едут к агенту по недвижимости на пикапе, в котором могло бы уместиться 40 человек, потому что им нужен новый пикап, и они просто сжигают мировую нефть и убивают при этом целый мир, владея огромным пикапом для одного человека.
И они подобны овцам в горах, потому что они купаются в причинах страданий. Да, они купаются в причинах страданий. Страдают ли эти двое молодых людей? Да, почему? Они купаются в причинах страданий. Все это потребительство, которое они накапливают, причиняет вред людям. Большая часть того, что они потребляют, наслаждаясь, ведь они молоды и умны и могут в течение какого-то времени заработать больше, причиняет вред другим людям. Понимаете? Чепар. Итак, кендо кава означает «да, они выглядят прекрасно, но нам кян ген сон ту тунг варнге». Совершенно очевидно, что они накапливают причины, дукнгел ки ю, которые приведут их в низшие сферы. Им наплевать на эту планету, на бедных людей на этой планете, им плевать на пожилых и больных. Они получают удовольствие и накапливают причины. Они подобны овцам в горах. Нген сон ту тунг вар нге пета та хлунг син нам танке ме цук сам. Они ничем не отличаются от них, поскольку накапливают причины для того, чтобы стать голодными духами. Они ничем не отличаются от голодных духов на самом деле. Между ними нет разницы. Попытайтесь понять, что между ними нет разницы. По сути, мы все постоянно оступаемся. Не только богатые молодые япи. Нет, мы все постоянно проваливаемся. Мы пользуемся автомобилями, которые на самом деле нам не нужны. И да, мы купаемся в причинах для будущих страданий. Хорошо. Конечно, вы должны испытывать сострадание, если ваша мама в этой жизни создала причины будущих страданий. Понимаете? Если она получала удовольствие, но при этом создавала причины своей будущей боли, например, переедала. Это прекрасный пример. Это дукнгел кигю, но не дукнгел, ясно? Это причина для будущих страданий, диабета, проблемы с сердцем, но пока страданий нет. Лонгчепалангиджегом. Старайтесь также проявлять сострадание к людям, которые выглядят так, как будто у них все хорошо, а на самом деле они как раз накапливают причины будущих страданий. И попробуйте растянуть сострадание помимо мамы, включить других родственников. Есть такое слово соцхи. Соцхи значит все усилия и неочевидные плохие поступки, которые вы совершаете, чтобы жить лучше. В Америке это называется лучшей жизнью. Иметь дом побольше, машину покруче, одежду покрасивее. Такое стремление приобрести дом побольше, машину покруче, одежду получше, часто, но не всегда, может приводить к обману других людей, причинению вреда другим людям, наплевательскому отношению к другим людям. И таким образом вы просто накапливаете плохие поступки. Чаншин. И чаншин переводится в Америке, это называют хорошей жизнью или лучшей жизнью. Хорошая жизнь. Ладно. Да, и у нас есть картинка. Вам видно? Я думаю, это деловая женщина и бизнесмен. Следующая картинка. Вот так. Да. Мне кажется, мужчина обманывает эту даму. И она это знает. Знаете, если у вас был бизнес в течение какого-то времени, то вы чувствуете, если кто-то пытается вас обмануть. И он ей «просто подпиши», а она «пожалуй, нет». Она думает об этом. Она сочувствует ему. Он, в сущности, хороший парень. Он пытается заработать больше денег и немного привирает. Только и всего. Она видит его будущее. Вау, это занятие затянулось. Ладно, еще одно. Тата торики нека на дукнгел. Соки нар шинту.
Даже если вы пребываете в высших сферах, достигли сферы человеческого бытия, вы все еще испытываете 3 вида страданий, верно? Страдания, боль в спине, страдания перемен, хороший завтрак, кафе, и страдания неизбежной старости и смерти, которая происходит постоянно на фоне 2 других страданий. Сумкинар шинту татум теле чечеве нгендро дукнгелньон бюрки дюлацен патанг. Все люди, как и та молодая пара, испытывают 3 вида страдания все время. Кроме того, они вовлечены, я бы сказал, в расточительное поведение, нанося вред окружающей среде и накапливая причины для еще больших страданий в будущем. То есть они счастливо проживают жизнь, которая все еще омрачена 3 страданиями, и накапливают причины для действительно неблагополучных зрелых лет. Мы знаем, мы понимаем это. Термасе, семчан там чекян дукнгел, пан дукнгелки гюла чече паинпе, и все остальные живые существа такие же. Они испытывают 3 вида страданий все время, в любом периоде жизни, а затем все вокруг, и мы сами создаем семена, которые причиняют нам еще больше неприятностей в будущем. Аматринчен дитак дукнгел танг дукнгел кигюн танг трел начи марунг. Вот и формула для безмерных. И это безмерное страдание. Верно? Дукнгел кигюн танг трел начи марунг. И как бы было хорошо, если бы у этой яркой молодой пары не было 3 видов страдания, которые происходят все время, и они не причиняли бы вреда миру, и не накапливали бы причин для будущих страданий. Разве это не было бы здорово? Ладно, чимарун. Разве это не было бы здорово? Тетар. Здесь не хватает одного. Тетар означает, что они должны быть свободны от этих страданий. Тетар даки чао. Что это значит? Даки чао. Я сделаю это. Я позабочусь об этом, чтобы они освободились об этих неприятностях. И это Нинджа Ченпо. Это Маха Каруна. Великое сострадание. Хорошо, и на следующем занятии мы перейдем к хлаксам. Что такое хлаксам? Личная ответственность. Отлично. И мы закончили тему сострадания. Ура! Вы получаете степень бакалавра по состраданию. Увидимся на следующем занятии.